Всем привет, ребятки! И сегодня мы сольем очередной миллион монет. Итак, новые паки, новая бокса, наконец-то с легендами. Целую неделю мы жили без легенд, и теперь, наконец-то, мы можем собрать, еще парочку легенд в свой состав. Там у нас и Объятти, там у нас и Гулли, там у нас и Мальдини, Дель Пьеро, Рикоба, если я не ошибаюсь, по-моему, Рикоба еще есть. Вот новенький Барези. Единственное, что только по Барези, конечно, насчет роста есть вопросы, возникают такие вопросы, потому что как он будет себя вести в игре, честно говоря, я пока еще за него не играл. Да и вообще, признаться честно, я мало играю на данный момент в нашу любимую Pro Evolution Soccer. В основном все как-то дивизионная симуляция, сами они играют, сами набивают монетки. Потом я беру, записываю видосики, как трачу эти монеты. Ладно, поехали, первый пак. И сразу заметно, что жалоба моя прошлая не прошла даром. Когда я жаловался, что что-то слишком много нам падает черных игроков. Теперь вот смотрите, 3 серебра с пака. Давненько я такого не видел, честно говоря. Итак, кстати говоря, около часа назад определились пары четвертьфиналистов Лиги Чемпионов. Но об этом чуть позже, здесь молния. И у нас Криштиану Роналду, привет. Привет, Рон, ты прекрасно затащил Ювентус в 1/4 финала, где тебя ждет Аякс. Аякс, который обидел прошлый клуб Криштиану Роналду, мадридский Реал. Так, далее. Барселона сыграет с Манчестер Юнайтед. Порту попал на Ливерпуль. Ливерпулю, я считаю, повезло больше всех. Тут у нас, кстати, Манджукич, еще один представитель Ювентуса туринского. Сразу Кьезу мы минусим отсюда. Не нужен он нам. Хотя поговаривали, что Ювентус хочет Кьезу купить. Но зачем он нужен, только я не пойму. Смотрите, и перескакивать не перескакивает. У нас Бальдо Кейта выпадает. 2 игрока пейсовых нам выпало. Сент-Максимин. Вот он очень быстрый, кстати, игрок. Многим пригодился бы. И вот сейчас снова черный мяч. На своем основном аккаунте это очередной представитель Ювентуса. Здесь, в принципе, видите, мы уже можем худо-бедно 3 игрока уже в основу поставить. То есть, Ювентус у нас собирается. Что там еще по поводу четвертьфинальных пар? Еще Тоттенхэм у нас встретится с Манчестер Сити. Английское противостояние, которое, в принципе, все ожидали, когда 4 клуба из Англии, в принципе, так и думали, что одна какая-нибудь пара будет английская. Вот так и произошло. И опять, смотрите, не перескакивает на черный мяч. У нас Аллан из Наполи и Жоао Марио. С серебром мы сразу, конечно, квикаем. Он нам не особо-то и нужен. Да вообще не нужен. Так, осталось 800 монеток. И мы продолжаем открывать паки. Сразу ловим полоску черных мечей. Возможно, легенда будет. Возможно, будет сразу сейчас 2 черных игрока. Нет, 1 черный игрок. И это Алаба, который отправляется домой и смотрит Лигу Чемпионов по телевизору. Потому что совсем недавно Ливерпуль просто жестко вынес Мюнхенскую Баварию. Там вообще все по игре, там просто без шансов. Там вообще в этой игре только Ливерпуль забивал. Там же еще в свои ворота забивали, да. Вот. Ливерпуль решил, что лучше забивать и в свои, и в чужие. Для статистики, может. Так. Опять золото, Пепе Рейна. Есть золотые легенды. Это Массара и как раз-таки Объятти. Против Массара я сейчас поиграл в онлайне. Как раз только что я одну игру решил сыграть. И потом, дай-ка, думаю, буду паки открывать. Записывать видео. Что могу сказать, Массар такой довольно техничный игрок. И, в принципе, если бы у соперника команда посильнее была бы, то я, наверное, проиграл бы.
А так 3-1 я выиграл, но я 1-0 проигрывал, потом худо-бедно. Итак, черный мяч у нас очередной. И это Манолос. Это Манолос. Хороший защитник, но в связи с тем, что селекция была Ромы, и есть Манолос, фиолетовая карточка его селекционная, ну, конечно, тот-то Манолос будет покруче. Там бесспорно покруче. И смотрите, опять 3 серебра. Просто опять 3 серебра нам выпадает. Ну, да, что-то сделали все-таки с паками. Я думаю, чуть-чуть как-то их подкрутили, потому что уже не так падают черные мечи. Помните, как прям через, ну буквально через пак они выпадали. Ой, и опять дорога. Опять дорога черных мечей. Ну, я еще на основном аккаунте попробую это все пооткрывать, эти паки. А у нас тут легенда Франческо Тотти. Привет, Франческо Тотти. На этом маке его не было. На этом маке его не было. Ну, теперь будет, видимо. Я так полагаю. Ну, вот статы. Ну, в принципе, я думаю, многие уже с его статами ознакомились. Но так я на всякий случай, показываю эти статы. А также небольшой спойлер. Завтра, послезавтра, я думаю, уже запишу наконец-таки китайский видос. Ну, там надо будет чуть-чуть поработать, так сказать, смонтировать его. Потому что там из-за того, что высокая нагрузка на сервера, и точнее из-за того, что сервер далеко находится, очень часто подолго крутится колесико. Ну, вот это вот загрузки. Многие об этом говорили, и многие на это жаловались. Ну, что вот, типа, долго ждать, там, мол, так и так. А тем временем у меня Леофонт упал и отправился сразу. Канул в лету. Мы его продали. Так. Ну и в связи с этим я хотел чуть-чуть подредактировать видео, чтобы это колесико не напрягало никого, ну, из зрителей, чтобы оно не крутилось там по полминуты. То есть, соответственно, видео там у меня где-то 25-минутное. Я открывал различные паки, там паки аж начиная еще с где-то, ну, с начала февраля они копились. И вот до, как раз где-то до 12, по-моему, марта. То есть уже все, в принципе, записано, осталось только все это чуть-чуть подредактировать. Вот. Ну и плюс там, естественно, звук, там чуть-чуть где-то улучшить, где-то там сделать потише, выровнять там, ну и так далее и тому подобное. То есть все эти такие моменты, монтажа перескочило сейчас у нас. Войцех Щесный, очередной представитель Ювентуса. Мы потихоньку здесь собираем Ювентус. Ювентус нам очень часто падает на данном аккаунте. И ну, не мешало бы, конечно, какого-нибудь Мальдини поймать. Сегодня, кстати, была такая ситуация. Объятие. Ну, объятие, не знаю, конечно, такая прям... ну, не знаю, не скажу, конечно, выдуманная легенда. Ну, просто, не знаю, разработчикам, по ходу дела, некого было уже добавлять. В принципе, таким-то макаром можно добавлять многих золотых легенд. Ну, точнее, многих золотых футболистов из прошлого. То есть, там целая, не знаю, плеяда игроков, которых можно было бы добавить в таком случае. Вот. Ну, насчет Дида я ничего не скажу. Да, Дида, конечно, был топчиком. И здесь, в принципе, в игре, я думаю, он должен быть неплох. Потому что атакующий вратарь должен сам действовать на выходах. Но, насколько вы знаете, в данной версии желательно самому вратарем на выходах играть. То есть заранее читать эпизод и по-быстренькому из ворот выходить. То есть, если ты этот момент как-то прозевал, то, конечно, комп тебя, скорее всего, накажет. Потому что, ну, особенно на высоких уровнях. Потому что здесь, как еще раз, повторюсь, нужно самостоятельно все-таки на выходах действовать. То есть, решение о выходе голкипера принимать заранее самостоятельно. А мы очередные 25 тысяч монет тратим. И у нас без молнии Александро. И это снова Ювентус. Ну, всех серебряных мы убираем. Сейчас не будем их копить. Что-то я приболел. Поэтому извиняюсь, немножко прошмыгал носом под запись. А у нас тем временем золото выпадает. Брозович, кстати, селекция
Интера вышла селекция Интера, вышла селекция Милана. Ну, ничего сказать не могу, я лично на основном аккаунте я не стал открывать, потому что мне там, по сути, никто не нужен, я не знаю просто, куда их, какую-то позицию усилить, даже не знаю, если вы болеете там за Интер или болеете за Милан, то, конечно, вам стоит открывать, селекцию своего клуба, а так вот, я не сказал бы, что там прям кто-то супер топ есть. Возможно, Доннарума. Но единственное, что, конечно, с оговорочкой, потому что если у вас просто дохренища тренеров, то, конечно, можно брать, пытаться выбить Доннаруму. Если он вам выпадает, то все, окей, качайте. А так-то он качается там до 80-го, что ли, уровня. Там до какого-то вообще дикого уровня. И что, и качать его всю игру, если тренеров, недостаточно. Смысла я не вижу в этом. Вот, есть другие вратари, и в принципе у меня их достаточно. Поэтому я чисто, не стал у себя открывать вообще. Вот, тем более не факт, что выпадет Доннарума, мне вообще по стандарту из селекции выпадает 2 одинаковых игрока, некоторым вообще 3 выпадает одинаковых игрока. Поэтому такое себе удовольствие, конечно. Вот, поэтому я не стал даже дергаться, ничего открывать. Так, у нас Эль Шаарави выпадает. Смотрите, так вот, я смотрю, на 1 000 000 монет на данный момент можно меньше получить игроков черных. Если сравнивать, допустим, 2 недели назад брать, такая же там бокса была испанская, только там были испанские легенды. Там-то почаще падало. А если брать еще более, еще дальше, взять прошлый период, допустим, итальянской боксы, тогда вообще они сыпались просто один за другим. А вот Дибала нам выпал, очередной представитель Ювентуса. Просто у нас сколько уже, 6 или 7 игроков, из Ювентуса выпало. Около того, не будем, сейчас уже так и не вспомню. Вроде там 6 или 7 игроков уже, то есть, в принципе, практически основной состав. И все, кстати, основные: Манджукич, Роналду, Дибала, Щесны. То есть, все нам падают основные. Вот Жервинью, кстати, неплохо, он мне на основном аккаунте выпал. В прошлой версии, в 2018 году, я играл Жервинью просто вообще весь сезон, просто весь год я им отыграл. И он у меня был на максималку вкачан. Я его специально брейкал, специально качал. И то там, не совсем на максималку, там чуть-чуть еще оставалось его докачать. Просто я тренеров особо в него не вливал. А вот нам очередной черный мяч падает. Даже 2. Пьянич опять Ювентус и Миранда, с которым я около месяцев 2 назад, когда стримил китайскую версию, поступил, если кто-нибудь может вспомнить, просто кинул его сразу в тренеры, потому что из Only Black он мне выпал, я такой, да что такое, как так-то вообще? То есть, одни черные мячи, и мне падает Миранда, ё-моё. Вот. В китаечку тоже, на самом деле, надо будет как-нибудь поиграть, там уже состав подулучшился. До сих пор я не дошел до легендарной лиги, в связи с тем, что я вообще в последнее время очень мало играл, что в эту версию, что в китайскую версию, времени как-то особо не хватало. Надеюсь, в дальнейшем будет чуть-чуть побольше времени, тогда я смогу попытать счастье и пройти все-таки в эту легендарную лигу. Там, конечно, тоже такое себе. Там 100 звезд надо набрать, чтобы по максималке пройти онлайн-дивизионы. А 100 звезд, это вообще с ума сойдешь, там побед 80 надо точно сделать. Вот, то есть это как-то, 80 матчей в онлайне, это, я не знаю, с ума так подсойдешь. Тем более там не все всегда в порядке с соединением, то есть там и читеры всякие попадаются, и все возможное, в общем, все проблемы 18-й версии. Жоржиньо выпадает. И на этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Прощаюсь с вами.